Всем привет! Добро пожаловать на мой канал, и сегодня видео о раскрашенном за месяц. В этом месяце я раскрасила рекордно мало. Я задействовала 12 раскрасок и раскрасила 14 иллюстраций. Ну, понятное дело, что если бы я хотела, там сильно бы уперлась и все бы успела, но я сделала столько, сколько сделала, потому что была и поездка, и другие дела. Ну, в общем, как-то так. В следующем месяце у меня тоже будет поездка, но, правда, поездка уже запланированная, поэтому я постараюсь к ней подготовиться. Ну, кто, правда, смотрит видео постоянно, вы знаете, что на количество видео это, в общем-то, никак не влияет. Ну, по крайней мере, одно видео в день у меня выходит. Другой вопрос, что раньше хобби-влоги выходили там каждый день, а сейчас я чередую с лайв-влогами, ну, как бы другие дела тоже есть, да, и когда YouTube становится в основном, в принципе, просто хобби, то, ну, как бы, да, приходится добавлять в жизнь еще какую-то дополнительную работу, поэтому это естественно, это как бы ожидаемо. Ну, потому что когда YouTube помимо хобби это еще и работа, то, соответственно, на нее больше времени. Если это перестает быть в том или ином смысле работой, значит, появляется какая-то работа еще. Так что, ну, вот как-то так. Ладно, давайте приступим. Сейчас я вам все покажу. Начну я, ну вот, как вот все лежит, так и буду показывать. Так, сейчас я опущу камеру. Значит, удивительное животное. В прошлом месяце, я не знаю, почему я забыла ее задействовать, хотя я просто обожаю эту раскраску, она очень классная. Вот, поэтому в этом месяце я здесь раскрасила сразу две иллюстрации. Во-первых, вот такой вот хамелеон. Ну, здесь что? Я уже забыла. Нет, карандаши здесь и сухая пастель. В принципе, мне нравится, как получилось. И также я раскрасила вот следующий разворот. Здесь у меня Vista Artista акварельные карандаши. Это я мышей красила. А здесь у меня, насколько я помню, сначала на фоне была акварель, а потом поверх я, кажется, раскрашивала уже карандашами. Я когда-то делала такой фон. Так, где я его делала? Вот здесь вот, черный. Ну вот, кстати, с черным я тогда и боялась. Я хотела, чтобы был насыщенный цвет, такой ровный фон. И с черным это прям идеально удалось. Но здесь еще и самого фона как такового мало. Здесь же, видите, немножко все-таки полосы, хотя я блендерила и потом салфеткой затирала. Вот. А льва я раскрашивала масляной пастелью Pentel. Вот. Но в целом нормальный разворот такой, потому что можно было совсем уж прям совсем-совсем по-детски. Ну, мне как-то не хотелось, но и можно было, в принципе, при наличии навыков сделать прям какой-нибудь вау-шедевр, но у меня таких навыков нет, и, честно говоря, не было таких целей. Хотелось что-то вот такое, что, собственно, я и сделала. Вот. Это были здесь две иллюстрации раскрашены. Далее идут лесные феи. Тоже мне очень нравится раскраска. Я не помню. По-моему, ее все-таки я покупала. Что две какие-то мне дарили. Марина с Юлей, привет вам. Это Маринины раскраски и полк с раскрасками канала. Вот. Там сладости и какая-то вот еще была. Так, сейчас покажу, что именно я раскрасила здесь. А здесь у меня вот такая иллюстрация. Просто карандашами Браубер-карт, которые Оксана дарила. Ну, возможно, что-то еще. Я не так давно... здесь еще, наверное, вот здесь вот эти, наверное, металлики, а может быть и нет. Вот красила недавно, но не помню, чем именно. Фон я решила не делать, потому что, ну, в принципе, здесь и без фона хорошо, но когда я дораскрашиваю вот эту иллюстрацию, то я уже так
в общем, посмотрю, и если будет фон нужен, может быть, он будет какой-нибудь единый. Так что вот такая иллюстрация. Далее идет книга зверей. Вот эта иллюстрация, я ее, по-моему, лежа в кровати раскрашивала, ну и потом уже просто доделала фон. Фон делала сухой пастелью Мунга. В принципе, все простенько. Карандаши здесь были, мне кажется, здесь, наверное, призма, здесь полихромосы, кажется. А может и нет. Возможно, что-то Браубер-карт. Я просто помню, что я брала с собой в кровать коробку Брауберг и пенал, где у меня как раз лежали призмы, полихромосы. Но судя по цвету, это полихромосы, это призмы. Вот. Следующие цветочные узоры, да, давно забытая мной раскраска, но вот, по-моему, 2-й месяц точно я ее уже задействую, потому что она классная. И в этом месяце тоже, по-моему, да, лежа в кровати, вот как раз-таки карандашами Браубер-карт, подарок от Оксаны. Еще раз спасибо огромное за них. Вот я раскрасила эти цветочки, а потом уже доделала просто фон сухой пастелью Мунга. Простенькая, но я люблю такие цветы, вот эти все там полевые, садовые, луговые. Очень люблю. Так что, думаю, продолжу в ней раскрашивать. Следующее это панды. Панды мне дарила Олеся, канал раскраски.ком. Тоже привет тебе, большое спасибо. И здесь я раскрасила вот эту вот первую страничку. Здесь у меня была, по-моему, на фоне даже я использовала гамму неоновые акварельные краски, немножко неоновых карандашей Берлинга, которые мне, в общем-то, не очень понравились. Здесь у меня еще гелевые ручки Берлинга, и не только Берлинга, в общем, всего понемногу. Вот так вот получилось. А с обратной стороны, в общем, ничего не протекло, все в порядке, так что детские краски можно использовать. Далее тоже подарок. Это подарок от Виолетты. Чудесные цветы. Тоже большущее тебе спасибо и привет. В этом месяце я раскрасила тут... Так, сейчас, минутку. Вот эту иллюстрацию. Ну, конечно, раскрашивать акварелью на акварельной бумаге — это такое увлекательное занятие. Понимаешь, сколько еще придется узнать, научиться, потому что одно дело акварелью красить на простой бумаге, да, там где-то что-то бывает, бумага впитывает, где-то вроде все нормально. И, ну, короче, на акварельной бумаге это все совсем по-другому. Понимаешь, насколько ты до этого акварель неправильно использовала, тут ее нужно совсем чуть-чуть, она круто растекается, вот, но учиться теперь, переучиваться нужно основательно. Но мне очень нравится то, что, например, я начала делать фон, меня что-то отвлекло, я пошла по делам, потом, допустим, совершенно спокойно продолжила раскрашивать фон, или там сделала фон вечером, утром встала, вижу какой-то косяк, я взяла и доделала. Вот, например, вот таких моментов у меня здесь было много. И я доделала, вот сейчас вижу, я, например, могу, видео закончится, я могу запросто что-то доделать, добавить, то есть краска будет прекрасно размываться. Это, конечно, очень радует, это здорово. Так что, Виолет, спасибо за такой подарок. Буду с удовольствием раскрашивать, мне нравится. Да, это уже процесс для меня сейчас не такой прям релакс-релакс, как в обычных раскрасках. Ну, где, по крайней мере, бумага, знаете, не такая злостная, когда в Средиземье, где все сразу впитывается. Вот. Но все-таки здесь выход из зоны комфорта, но такой, в общем, мне нравится. Ну и тема потрясающая, конечно, это прям мое. Далее, круг жизни. Она у меня как раз в мае вроде как
появилась. Ну и да, я ее начала. Единственное, что... ну да, 4 мая купила, начала 5 мая. Вот. Значит, начала я эту раскраску вот с этой иллюстрации. Я уже не помню, что у меня тут, какие материалы. Ну, есть хобби-влог, так что можно посмотреть. Вот. Ну, здесь, я помню, что здесь какие-то дервенты были, еще что-то было. Вот. Ну, в целом мне понравилось, как получилось. И следующее, это я уже делала как раз, когда я ехала в поезде в Питер. Вот это, если предыдущая иллюстрация, в принципе, мне понравилась, как получилось, но можно было бы как-то и получше еще что-то, то это мне нравится абсолютно точно. Большую часть я раскрасила в поезде. Здесь, кстати, на фоне сухая пастель Мунга, она пигментированная, но я ее добавляла вот прям реально самую-самую малость. То есть вот мне она довольно так хорошо видна, а камера, конечно, цвет съедает. Вот, но фон здесь, тем не менее, присутствует такой легкий. Я раскрашивала здесь, в принципе, карандашами Браубер-Карт, которые вот Оксана дарила. Ну, потому что удобно взять эту коробку, она металлическая, в общем-то, практически в размере этой раскраски. То есть можно было подложить, раскрашивала я на коленке, потому что это поезд был сидячий. В принципе, у всех есть столики раскладывающийся, но то место, которое выбрала я, там столика не было, но я это знала. Зато передо мной не было впереди сидений, было большое пространство, тут же стоял кулер, мне даже не нужно было вставать, можно дотянуться было рукой. Мне это гораздо удобнее, чем какой-нибудь столик, потому что если спереди кто-то разложит сиденье, то будет не совсем комфортно с этим столиком. Вот. Ну и потом, когда я вернулась, я доделала. Где-то вот здесь вот все затемнило, еще что-то. Так что вот эта иллюстрация мне понравилась. Возможно, даже я ее сфотографирую и выложу в ВКонтакт. Ой, не ВКонтакт, а в Инстаграм. Раскраска мне очень понравилась. Я рада, что наконец-то ее все-таки приобрела. Долго думала, вот, нужна, не нужна. Далее мандалы, это тоже подарок от Оксаны. Кстати, ну, круг жизни получается подарок от Бук24, потому что я там совсем немного доплачивала, в основном расплатилась бонусами. Вот. И здесь мне очень эта раскраска нравится. Тут я просто баловалась, знаете, разными фломастерами. И металлики тут, и, по-моему, кариока. Ну, разными видами там штриховок, точечки. Просто отдохнула. В этом месяце, к сожалению, только одну раскраску Ханны Карлсон я задействовала, «Магический дом». Потому что все вот эти месяцы, несмотря на то, что там где-то, да, ну, март-апрель у меня было мало работ, но я задействовала прям такие вот Ханну Карлсон, Марию Тролли в полном объеме. Ну, ладно, хотя бы одну иллюстрацию, одну раскраску задействовала. Так, и здесь у меня, вот, собственно, клевер. Тоже очень люблю эти вот такие цветочки. Также пастель Мунга. Здесь вот видите, камера уже не так съедает, потому что здесь я все-таки планировала, чтобы это было видно. Ну вот, раскрасила, расслабилась, отдохнула. Я раскрашивала только вот круг жизни, когда я ехала в Питер, я только когда туда ехала. Когда обратно, я немножко повязала, но в основном, честно говоря, тоже был сидячий поезд, но я не знаю, я настолько устала, что я спала. Вот. А когда я поеду в следующий раз, я пока не знаю, что я буду с собой брать. Далее Мария Тролли в час заката. Это я буквально вот на днях раскрашивала, показывала в хобби-влоге, потому что
я эту раскраску только один раз пропустила и потом 2 раскрасила. И мне не хотелось еще раз что-то пропускать. Я просто выбрала простенькую иллюстрацию на черном фоне и вот раскрасила. Здесь тоже были, кажется, Браубер карты, а здесь Берлинга металлик. Ну и потом я прошлась к этим самым, как называется, кохенуровским блендерам. Следующее. Это новинка этого месяца. Надя Арман. А может сказка, а может и быль, а Монечки и Монечки. Кёнигсберг. Я увидела во влоге у Виолетты. А я рассказывала, что я прям сразу бросила смотреть видео, побежала, заказала, уже только потом вернулась к просмотру. Там, по-моему, комментарий написала. Вот. Но сразу кинулась заказывать. Я просто в восторге от этой раскраски, потому что она правда классная, потрясающая. И вот была мной раскрашена вот эта иллюстрация. Здесь разные карандаши, Мэджики из Fix Price, Мэджики Kohinoor. Вот это вот, да, все. Здесь вот это полихромосы. Тоже, кстати, те оттенки, которые мне Оксана дарила. Да много какие здесь карандаши были задействованы. С удовольствием я так пораскрашивала. Атмосферная раскраска, очень добрая, уютная, теплая. Так что продолжу здесь красить. Попробую, наверное, в том числе и акварель использовать. Она потрясающая. Ну и в завершение, это, конечно, «Волшебный мир Средиземья» Толкина. Здесь мы раскрашиваем вместе с Оксаной каждый месяц по порядку. И в этом месяце у нас была вот эта иллюстрация. Я, кстати, очень люблю пауков, ну, в смысле в жизни. Раскрашивать я их особо не пробовала. Так мне в основном попадались такие маленькие, где просто гелевой черной ручкой с блестками раскрасишь или там, ну, что-нибудь такое, и все. А здесь я раскрашивала, использовала 2 полихромоса серых, светло-серый и темно-серый. Потом использовала черный полихромос, и у меня угольный был такой дервент, ну, в смысле, он и есть сейчас. Забыла, как он называется. Вот он у меня. Вот. Это номер 11. Вроде как горный голубой или что-то такое. Так. Ну, я просто английский-то особо не знаю, поэтому предполагаю, что так называется. А здесь вот белые ночи, акварель серая, более потом потемней, и Виста Артиста, вот этот серый оттенок, который так по чуть-чуть растекается. Здесь вот Браубер карт я показывала, мне понравилось сочетание. Здесь детская акварель, это ручки вот эти, как они, всегда забываю, как они называются, из Fix Price, которые цветные, а потом аутлайнеры, короче. Мэджики, манделузы. Здесь вот белые ночи, серебряный акварель, помимо тоже белых ночей серый. Здесь вот манделузы. Тут Мэджик Kohinoor, но который из музея Ван Гога. Это вот набор, который дешевый такой для кожи. В общем, как-то так. Здесь еще сухая пастель есть на фоне. Как-то так. И здесь еще Берлинга металлик я сделала. В общем, такая иллюстрация. Ну что ж, я буду завершать это видео. Если оно вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, заходите в Инстаграм 3 семерки рыжая 3 восьмерки. Я все-таки в июне постараюсь, так сказать, раскрасить побольше.
потому что в целом, ну, по крайней мере, о поездке я знаю. У меня, правда, будут еще моменты, когда я не смогу раскрашивать, но я специально сейчас, ну, вернее, как, не то, что не смогу раскрашивать, я вряд ли смогу снять видео, поэтому я сегодня, завтра выделю часа по 3 на то, чтобы отснять ролики. Ну, 3 часа это, как правило, для меня 6 роликов. Вот, потому что когда иллюстрация, я уже ее начала, я ее абсолютно точно могу закончить, пока занимаюсь какими-то домашними делами или когда я куда-то там пошла погулять, я могу взять с собой раскраску. Вот, мне важно, чтобы вот начать. Вот, ну и чтобы контент был на канале. Потому что, да, у меня в запасе есть еще видео о коллекции раскрасок. Я выложила далеко не все. И в какие-то дни я буду выкладывать, если что-то не успею. Я постараюсь даже на время поездки отснять влоги. Ну, если не получится, значит, пойдет коллекция раскрасок. Но, в общем, я буду стараться. Я не уверена, вряд ли я раскрашу, как раньше, 60 иллюстраций. Я в это постепенно вернусь и втянусь, потому что раскраски мне не надоели, я также с удовольствием раскрашиваю, вот, но я постараюсь, чтобы это было не 14 работ, как в этом месяце, не 18, как в том. Хотелось бы хотя бы 30, ну, посмотрим. Я благодарю вас за просмотр, желаю вам здоровья, настроения, вдохновения, уютных раскрашивательных вечеров. Пусть ваши раскраски, ваша канцелярия вас радует. Ну и, конечно же, и погода, чтобы можно было погулять, отдохнуть. До скорой встречи. Всем пока-пока.